Нелегитимная власть продолжает уничтожать частный бизнес. На сей раз под удар попала компания «21век.бай». Рядовых сотрудников не задерживали, а вот основатели Сергей Войнилович и Павел Матусевич на связь не выходят. Причем Войниловича, судя по всему, забрали прямо из загородного дома. Кроме того, в офисе компании прошел обыск. Важно отметить, что на долю 21 века приходится треть рынка интернет-торговли Беларуси, а ее оборот по итогам 2020 года превысил 310 миллионов долларов. Визит ДФР означает, что у так называемых властей возникли претензии к бизнесу по части уплаты налогов. Именно эту причину использовали, например, когда уничтожали независимый портал Тутбай. Под каток рейдерского захвата попала вчера и дверная компания «Юрка». Сотрудников долгое время не выпускали из офиса в Озерце, а у входа дежурил человек с автоматом. Позже появилась информация, что силовики увезли учредителя компании Дмитрия Юркевича. Еще одного сотрудника задержали вне офиса. В его квартире сотрудники КГБ провели обыск. Судя по всему, санкции так сильно ударили по кошельку нелегитимного, что теперь компенсировать недостачу дохода будут путем отжатия прибыльного бизнеса у талантливых белорусов. Минфин продолжает вносить изменения в так называемый закон о СМИ. Если раньше нововведения в большей степени касались независимых изданий, такие как запрет на публикацию результатов опросов или запрет на съемку фото и видео во время протестов, то вчера в законопроект были внесены поправки для уже провластных СМИ. И тут, надо сказать, нелегитимно не поскупился подсластить жизнь верных сторонников его кровавого правления. Так, с 1 июля пропагандистам увеличат премии с 5 до 20%. Вдвое увеличат размер единовременной выплаты на оздоровление, а также введут надбавки за сложность и напряженность труда. То есть, чем громче и активнее ты поливаешь грязью белорусов, выступающих за перемены, тем опаснее твой труд, а бесплатно подвергать свою жизнь риску ни Гриша Озаренок, ни Игорь Тур не станут. У них же все искренне, не за деньги. Кроме того, работникам бюджетных организаций, относящихся к сфере деятельности Мининформа, могут добавлять до половины оклада за характер труда. Перечень работников и конкретный размер надбавки будет определять руководитель той или иной организации. Не забыли о молодых специалистах, которые будут работать по распределению. Им установят фиксированную надбавку в 20% от суммы их окладов. А тем временем оптимизация уже коснулась почти всех сфер жизни страны, но когда нелегитимного подобное беспокоило. Когда у богатых в Беларуси не хватает денег, они начинают отбирать их у бедных. Именно такую ситуацию мы можем наблюдать на примере второго за год подорожания цен на питание в школах и детских садах. Изменения коснутся в том числе и тех, кто проживает на территории радиоактивного загрязнения, а также для воспитанников Центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Примечательно, что цены на питание для школьников из загрязненной зоны оказались существенно выше, чем для детей, посещающих санаторные детские сады. В среднем стоимость питания выросла на 10-40 копеек. Отметим, что с 1 мая в Беларуси несущественно увеличились детские пособия и бюджет прожиточного минимума. Однако радость получателей пособий была недолгой, ведь по традиции вслед за этим выросли цены на продукты питания и услуги. Впрочем, видимо, это и есть легендарная белорусская стабильность, когда самые уязвимые слои населения вынуждены отдавать государству последние копейки, а властьдержащие обрастают новыми дворцами и могут себе позволить все, даже стать глюкозой. Я глюкоза, только я для взрослых. Выломали дверной глазок и впустили в квартиру газ, чтобы задержать хозяев за наклейку с погоней. Именно таким варварским образом 19 июня силовики попали в жилище минской семьи из Серебрянки. Злополучная наклейка на окне, которая предположительно стала причиной маски-шоу с порчей имущества, принадлежала студентке Яне, которая во время хапуна в собственном доме была на занятиях. В квартире силовики сумели задержать только ее отца, которому пришлось открыть дверь после того, как был пущен газ. Но такой скромный улов так называемых правоохранителей не впечатлил, и следующей была задержана мама Яны, которая пришла в отдел узнать, что с ее мужем. Самой девушке позвонили с телефона родителей и сообщили, что пока она не придет в РУВД, ее родители не выпустят. В итоге девушку задержали, а следующим на очереди оказался ее парень Андрей. Но и на этом театр абсурда не закончился. Женщин неожиданно решили отпустить, а на обоих мужчин составили протоколы. В суде Ленинского района Андрея обвинили в появлении на улице в нетрезвом виде, осудили на 15 суток ареста. Главе семьи Олегу Скарго повезло еще меньше. После того, как его травили газом в собственной квартире, он оказался виновным в незаконном пикетировании и неповиновении сотрудникам милиции, за что получил 25 суток. Что ж, судя по всему, агонизирующий режим перед падением решил пуститься во все тяжкие и больше ни в чем себе не отказывать. Как говорится, перед смертью не надышишься.
Логойский территориальный центр социального обслуживания населения не помогает детям-инвалидам. Об этом стало известно из очередного слива киберпартизан. В их распоряжение попало письмо Генпрокуратуры Логойского района Минской области, в котором указано, что и Логойский райисполком, и Центр соцобслуживания, и даже Логойская поликлиника не выполняют своих должностных обязанностей. Дети ожидают своей программы реабилитации по 3 года, а планы мероприятий медицинской реабилитации около года. Однако надежды на то, что в этих госучреждениях будут исправлены все нарушения, мало. Потому что все, на что способны их работники, это фотографироваться с желтой прессой, о чем их частенько просят сверху. Существует опасность появления ударных группировок в космосе, а пандемия работает на создание системы управляемого хаоса в мире, где развернулась глобальная прокси-война. Это не сценарий третьесортного боевика. Основные тезисы сегодняшнего выступления главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина на конференции по международной безопасности в Москве. Слуга режима подготовил для мероприятия феноменальный стендап, из которого участники узнали о том, что Третья мировая, оказывается, уже давно развязана, и ведут ее транснациональные и национальные элиты, которые всячески пытаются оставаться в тени, но все равно видны. Видишь, Сус? Нет. И я не вижу. А он есть. Помимо этих впечатляющих конспирологических теорий, в которых не хватало только чипирования и масонского заговора, Хренин выкатил информацию о том, что есть неопровержимые доказательства причастности Госдепа США к попытке покушения на Лукашенко. Что ж, кажется, в кулуарах КГБ уже готовится заявление в Интерпол о международном розыске Джо Байдена. Видимо, для коварного врага режима уже подготовили самую просторную камеру на американке. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы оперативно получать опубликованную нами информацию. До встречи завтра и живи Беларусь!